сейчас будет потрясающий спикер из Америки, который имеет 4, он был монахом 20 лет в Тибете, и он имеет 4 простых правила. Они родились у него в процессе жизни в монастыре, как стать успешным бизнесменом, потому что после того, как он закончил свое обучение в тибетском монастыре, ему сказали: теперь ты должен поехать в Америку и должен заниматься бриллиантами. Он говорит: учитель, за что мне это? За что? Почему я должен ехать в Америку, заниматься бриллиантами, заниматься бизнесом? Я хочу быть просветленным, я хочу быть мастером. Ну вот такое вот у него послушание. Его компания, вот сейчас ребята расскажут, порядка 100 миллионов долларов заработала за первый год на этих бриллиантов. И они продали свою компанию Уоррену Баффету несколько лет назад. И сейчас он ездит, он читает лекции, он рассказывает людям, как быть осознанными, как быть здоровыми. Он рассказывает людям о том, что вам нужно, чтобы преуспеть в бизнесе. В сентябре он посещал Москву, а сейчас мы хотим представить его по скайпу. Потому что в сентябре он прилетал, сейчас мы решили сделать небольшое 30-минутное выступление по скайпу. Дамы и господа, встречайте, Майкл Роуч, Америка. Hi. Всем привет. Good to see you. Рад вас видеть. Happy to meet you. Очень рад с вами познакомиться. How many people have heard my talk before? Кто из вас слышал мои выступления раньше? Oh, okay. How many people have not? А кто не слышал? Oh boy, 50-50. 50 на 50. Okay, first of all, I'm very glad to be talking to you. For me, it's 5 o'clock in the morning. У меня 5 часов утра. And I think I'll give a little bit of introduction about Я думаю, myself. что расскажу пару слов сначала о себе в качестве представления. And then I'll talk a little bit about what I think your subject is, it's ecological success. А после этого расскажу немножко о том, что называется экологический успех. And then if we have time for questions, that would be fun also, I think. So most of you know, I grew up in the United States. Что я вырос в Соединенных Штатах Америки. And I also attended Princeton University. И учился в Принстонском университете. Там в университете я тоже изучил русский язык немножко, но очень плохо говорил. Поэтому я переводчик. So, while I was attending Princeton, then my mother got very ill with cancer. Мама очень сильно заболела, у нее нашли рак. And I thought one of my friends was from India, and he told me if you want to know about the secrets of life, I think you should go to India. Если хочешь познать секреты жизни, тебе нужно поехать в Индию. And so I went to India, and I started wandering around India looking for help. Бродить там, пытаться найти какую-то помощь. And eventually I got to the Himalaya mountains, and I met the Tibetan monks. И познакомился с тибетскими монахами. And I started to study with them, and then eventually I stayed in the monastery for 25 years. В этом монастыре на 25 лет. Wow! And I finished all the course of the study there, which is called Gеше. It takes about 25 years. Получил звание Геше, на это ушло 25 лет. And when I was finishing, заканчивая это поприще, был некий особый экзамен. The examination takes about 3 weeks, and over 1,000 monks will ask us questions. Недели, и там очень много вопросов. And so I finished the examination, and I was relaxing. After you finish Gеше, they allow you to relax, and pretty much you become like a big guy in the monastery. Достаточно весомой фигурой в монастыре. And then I got
I was asked to go to the office of the abbot, who is the boss of the monastery. And he told me, now you are ready for your second examination. And so after that, I said, what is the second examination? Scott, I cannot hear anything. Yeah. And he said this. The second examination is that you should go to New York City. Второй экзамен заключался в том, что нужно было отправиться в город Нью-Йорк. And you should start a business. И получилось так, что я отправился туда и стал учиться там. And I said, well, what kind of business and why do I have to start a business? И получилось так, что это было мое послушание – учиться бизнесу. And they said, well, we want to see if you understand the principles of karma. Убедиться, что вы понимаете принципы кармы. So they said, we want to see if you can make a successful company and maybe make $1 million in 1 year in New York City. Мы хотим понять, сможете ли вы создать успешную компанию и обосноваться в Нью-Йорке. So I said, okay, I will try, and I went to New York. Хорошо, я попробую, я and I отправился в started a Нью-Йорк. business with 3 people. И там вместе с 3 людьми мы основали компанию. I remember on the first day I had $7 in my pocket. Помню, что в первый день у меня в кармане было только $7. And I didn't have any business clothes. I went to the special store called Goodwill store. Я отправился в магазин, который назывался Goodwill, магазин дешевых товаров. And in this store they sell the clothing of the dead people. В этом магазине продавали одежду умерших людей. Естественно, она стоила очень дешево. And it smells kind of funny, and такой I странный wore this запах, suit for about 6 months. исходящий из этой одежды. В ней я и ходил полгода. And we started a business using these ancient principles of karma. Основали компанию, используя древние вечные принципы кармы. And then that became the largest diamond jewelry company in the world. Затем эта компания стала одной из крупнейших или крупнейшей ювелирной компаний в мире. We had 10,000 workers. We reached $250 million annual sales. Сотрудников, $250 million в оборотах. And then I remember that one book publisher contacted me. Что один книгоиздатель вышел на меня. And they said, would you write a book about these principles of the success? Написать книгу с этими принципами успеха. And so I wrote a book called The Diamond Cutter. И тогда я написал книгу «Алмазный огранщик». And it explains how to use these principles я in your объясняю, business. как использовать эти принципы и применять их к вашему бизнесу. And then we sold our business to Warren Buffett. Затем мы продали этот бизнес Уоррену Баффету. In 2009. В 2009 году. And people started to invite me to come to their country and explain these principles for starting a business. Чтобы я рассказывал людям о принципах, которые можно применить к бизнесу. And I was looking at the advertisement for your conference. Я увидел информацию рекламную о вашей конференции. And I like it because it seems to be a balance between business, outer success, and also inner success. О равновесии между бизнесом и остальными аспектами жизни, успехи внутренним и внешним. And for me, this subject is very interesting. That we should try to combine outer success and inner success. Когда мы пытаемся сочетать вот эти две ипостаси успеха, внешнюю и внутреннюю. So today I would like to talk about that idea. Сегодня мне хотелось бы обсудить эту идею. In the diamond business, I met many very wealthy people. В бизнесе я, конечно, познакомился со многими очень богатыми людьми. I remember one very wealthy guy from Mumbai. Из Мумбаи. When his son got married, he rented the Mumbai soccer stadium. Сын женился, и он арендовал целый футбольный стадион в Мумбаи для этой оказии. And 60,000 people were invited to come to the wedding. 60 000 человек были приглашены на эту свадьбу. They were throwing diamonds out of the window. И там было такое, что из окна автомобиля или еще чего-то выбрасывали просто алмазы на улицу.
And thousands of poor people were around the car. Тысячи бедняков бежали за этими машинами, пытаясь поймать эти алмазы. When we went back to their office after the wedding, I noticed после свадьбы мы вернулись в офис. All the parts of the toilet and the sink in the bathroom are made of pure gold. Я увидел, что все элементы декорации в туалетах даже отделаны чистым золотом. And I was really amazed. In the basement, потрясен. Below the office, he had many antique cars, many millions of dollars of cars. Гараж, в котором стояли автомобили каждой ценой несколько миллионов долларов. But he wasn't a happy man, and later he had a heart attack, stroke. Впечатление счастливого. Более того, у него случился инсульт. And he spent the last part of his life. He couldn't move very well. В своей жизни он провел несколько обездвиженным. And I think his office was like a prison for him. Я думаю, что для него офис стал тюрьмой. Then I used to think this is not a very happy life. Я думал, что тогда это не та счастливая жизнь, о которой я размышляю. And it seems to me that we should try to balance И тогда пришло successful outer life понимание того, with successful inner life. что успешное внешнее и успешное внутреннее должны определенным образом сочетаться между собой. And in the diamond cutter system, и в системе алмазного огранчика. Because you live a happy inner life, you are successful on the outside. Если ты живешь счастливой внутренней жизнью, тогда и вовне ее проявляется успех. Might be, if you have a successful inner life also. So, I would like to talk today about that, how to have a successful inner life. Мне хотелось бы говорить о внутренней половинке успешной жизни. In order to have a successful outer life. Для того, чтобы и внешняя сторона жизни тоже была отмечена успехом. And after we sold that business, then we started the Diamond Cutter Institute. Этот бизнес, вот тогда был основан Институт Алмазного огранчика. And we go around the world and we teach large businesses how to use these principles. Компании, как пользоваться себе на благо этими принципами. So I know some of you have heard my talk before. Я понимаю, что некоторые из вас слышали, как я говорил об этом раньше. And I don't want to bore you. И не хочу вас чрезмерно утомлять. But there's one principle I would like to talk about, which is very important. Тем не менее, хотелось бы осветить один принцип, который кажется мне очень важным. And if you understand it, then you can Если вы понимаете, в принципе, начинаете понимать всю систему внутреннего и внешнего успеха. Вот ручка в моей руке, которая удивительным образом объясняет визуально все принципы успеха. And this is an ancient teaching. It's over 1,000 years old. Это древнее учение, которому уже более 1000 лет. And our teachers will use it to explain to us the principle of учители используют это для того, чтобы объяснить принцип пустоты. So we will talk about this idea of emptiness. Будем говорить об идее пустоты. Which is sort of the principle for inner success and outer success. И здесь опять раскрывается принцип внутреннего и внешнего успеха. So our teacher will ask us, what is this thing? Учитель спрашивает нас, а что это у меня в руке? And we will say, of course, it's a pen. Но мы говорим, конечно, в руке у вас ручка. And then he will ask us, well, if a small dog comes in this room. Затем он спрашивает, а если маленькая собачка забежит в эту комнату? Then what will they do with this thing? То как она распорядится этой ручкой? And we'll say, well, of course, the small dog. Ну, конечно, маленькая собачка, она схватит ее вот так в пасть и будет с ней бегать. And then the teacher will ask us, well, does the dog see this as a pen? Следующий вопрос, который задает учитель. Ну, наверное, это потому, что собака видит эту ручку как некую вот палку, предмет. And we will say, no, of course, the dog sees this as something nice to chew. Видит ли собака это как ручку? Мы говорим, конечно, собака не понимает, что это ручка. Она считает, что это классная палка, которую можно погрызть. And thank you for the translation, by the way.
way. You sound very good. Then the teacher will ask us another question. И учитель задает следующий вопрос. If I put this thing sitting on the table. Если я кладу этот предмет куда-нибудь, например, на стол. Dogs go out. At that time, is this thing a pen or something to chew? Ну и следующая ситуация, да, это ручка все-таки или это предмет для того, чтобы его грызть? And then we'll say, well, whenever everybody's gone from the room, it's just sort of something sitting on the table. It's not something to chew and it's not a pen yet. Мы можем сказать, это то, что лежит на столе, да, это уже можно грызть, но это еще не ручка. And then the teacher will, when the person comes back in the room. Говорит, а если человек заходит в эту же самую комнату? And we'll say, well, at that time, then this thing becomes a pen again. Ну тогда мы говорим, с его приходом вот эта штуковина на столе опять превращается в ручку. And then the teacher will say, well, what if the dog comes in the room first? А учитель говорит, а если кто опередит, если собака первой забежит в эту комнату? And then we'll say, well, of course, well, if the dog comes in first, it becomes something to chew. Ну, если собака забежит, тогда опять это предмет для того, чтобы его грызть. So what it becomes depends on which one comes back first. То, чем становится этот предмет, определяется тем, кто первый зайдет в комнату, где он находится. Then the teacher will ask us, well, doesn't that prove something? И тогда учитель задает вопрос, ну, о чем это нам говорит? So, is this pen coming from me or coming from the pen? Which one? Это ручка, которая от меня, или этот предмет исходит от кого-то другого? I have to say, oh, it seems like the pen is coming from me. Эта ручка, скорее всего, ручка, потому что... It doesn't seem like the pen this way. And then we will ask to say, well, why? Why does it end? And then the ancient wisdom said, my mind is a special seed. And when I come back in the room, когда я возвращаюсь в комнату, and I look at this thing, смотрю на этот предмет, then at that moment, a seed opens inside my mind. And when that seed opens, then a small picture of a pen comes out of my mind. And that small picture comes out of the seed, and then because of that. В связи с тем, что Гешела, give me a second, please, because we have a wrong connection. I will explain a little bit more what happened before, okay? Just give me a few seconds. This is Елена. То, что сейчас говорил Майкл Роуч, он говорил о том, что ручка исходит, он задал вопрос, как вы думаете, ручка исходит из меня или ручка исходит сама по себе? И в древней традиции есть объяснение, что если собачка видит ручку как игрушку или какую-то палочку, которую она может жевать, а человек видит это как ручку, то это происходит в связи с тем, что у нас раскрываются определенные семена в нашем сознании, и таким образом имидж происходит наружу, и мы видим то, что мы видим как предмет. Гешела, please continue. Yeah, good. Thank you very much for helping. It's not very good. Sure. So then the question becomes,
how did the seed get in my Тогда возникает вопрос, каким же образом это семя появляется в моем сознании? Who put this seed in my mind? Кто это семя положил в мое сознание? Because if I can learn how to put a seed in my own mind, если я пойму и изучу, как я могу положить семя в свое сознание, то тогда well, then I could create my future. Тогда я могу создать свое будущее. And then I could have anything I want. If I want to make the largest jewelry company in the world, I can do that. И тогда я могу создать в своей жизни все, что я захочу, как, например, я могу создать ювелирную компанию, которая будет миллионная и приносить будет доход. And what's exciting for me is that the method for planting the seed. И что делает меня абсолютно счастливым, это то, что тот метод, о котором мы сейчас говорим, как посадить семена, Is that the method for planting the seed for my own success? это как раз-таки тот самый метод, когда мы можем посадить семена для собственного успеха. Is to help someone else to become successful. Мы можем помочь другим людям стать успешными. So the actual way in this system to be successful И в действительности, как работает система, is to help someone else become successful. это в первую очередь помочь кому-то стать успешным. And when we help someone else, automatically we feel very happy. Когда мы помогаем кому-то, мы автоматически чувствуем состояние радости и счастья внутри. Of course, they are also very happy when we help them. И, конечно, люди счастливы и благодарны, что мы помогаем им. And then that plants our karma in our mind. И таким образом семена кармические сажаются в нашем сознании. And then our own business becomes very, very successful. И таким образом наш личный бизнес становится успешным и процветающим. For example, our training business, which I started after the Diamond Company. Например, обучающие семинары, которые мы проводим, которые мы начали в компании Diamond Институт. We teach many people in about 30 countries how to use these principles. Мы обучали очень большое количество людей в 30 странах. And we go to many, many countries. We help many governments. И также мы посещали многие страны, где мы помогали правительству. We have helped the government of Dubai, for example. Например, мы помогали государству и управленческой системе в Дубае. In Argentina, we helped the mayor of Buenos Aires. В Аргентине мы помогли мэру города Буэнос-Айрес. His name is Mauricio Macri. He wanted to become the president of his country. И в настоящий момент он стал президентом этой страны благодаря тому, что он использовал систему. So we taught him this system in order for him to become the president of his country. Мы обучили его этой системе и позволили и дали ему возможность стать президентом. And last year he was elected president. И в прошлом году он был избран президентом. We taught this principle in the Forbidden City in Beijing, China. Также эти принципы используются в Китае. And to some of the largest companies in the world, like British Airways. Мы также работали с одной из крупнейших компаний, британские авиалинии. So I want to teach you the way to plant a seed. Я хочу научить вас методу, как сажать семена. And then you can try it yourself. И затем вы можете попробовать это самостоятельно. You can start tomorrow. Вы можете начать это завтра. And then you can see if it works for you. И вы сможете проверить, работает ли это для вас. So there are 4 different. Есть 4 шага, которые используются в этой системе.
Step number 1. Шаг номер 1. You decide what you want in your life. Вам нужно очень четко сформулировать, что вы хотите в своей жизни. Some people will say, of course, Geshe, I would like to have financial independence. Да, конечно, в первую очередь вы могли бы сказать, я хочу финансовой независимости. I would like to have enough money to do anything I want. Я хочу иметь достаточно денег, чтобы я делал в этой жизни все, что я хочу. Some people say, Geshe, I have enough money. Некоторые люди говорят, Геше, у меня достаточно денег в этой жизни. But I don't have a nice relationship. Но, например, в моей жизни отсутствуют прекрасные отношения, взаимоотношения с партнером. I would like to meet my soulmate. Я очень бы хотела встретить свою судьбу, человека своего сердца. Can I use this karma for planting my soulmate? Могу ли я использовать эту систему для того, чтобы посадить своего партнера в жизни? And then some people will say, no, Geshe, I have enough money, I have a nice partner. А некоторые наоборот говорят, Геше, в моей жизни есть уже успешные отношения и хороший партнер. But I have a problem with my health. Но у меня есть проблемы с моим здоровьем. I have a backache. У меня, например, болит спина. Or I have trouble sleeping at night. Или, например, я беспокойно сплю ночью. And then some people will tell me, no, Geshe, outside I have success. I have enough success. Или, например, люди говорят, послушай, Геше, во внешнем мире я довольно успешен, у меня все есть. But inside my mind, но внутри моего сознания I don't feel happy, I don't feel satisfied. Я не чувствую себя счастливым, я не чувствую себя успешным или удовлетворенным. So people have these 4 kinds of goals. У людей, как правило, возникают первые вот эти 4 цели. Some people say, I want to be financially independent. Некоторые люди говорят, я хочу быть финансово независимым. Some people say, no, I want to find my soulmate. Некоторые люди говорят, нет, я хочу найти своего партнера по жизни. Or I want to have good health. Или я хочу иметь очень хорошее здоровье. Or I want to have peace of mind. Или я хочу иметь спокойствие моего сознания, моего ума. So that's step number 1. Шаг номер 1. You have to decide which one do you want. Вы должны принять для себя решение, чего вы хотите. Then step number 2. Шаг номер 2. We have to find another person who wants the same thing. Вы должны найти другого человека, который желает того же в своей жизни. For example, if I want to start a successful business. Например, если я хочу начать успешный бизнес, then I should find another person who wants to start a business. Мне необходимо найти другого человека, кто тоже хочет создать успешный бизнес. Then to plant the karma. И затем посадить семя, посадить карму. I should try to help them to start their business. Мне необходимо помочь этому человеку начать его бизнес. So this is step number 3. Шаг номер 3. After I find someone who wants to start a business also. После того, как я нашел человека, который также хотел бы создать успешный бизнес, then every week, one day, I should give 1 hour to them. Затем каждую неделю 1 час я должен свое время подарить этому человеку. And I should help them to start their business. И я должен помочь этому человеку начать его бизнес. So let's say, for example, this other person needs some investment to start their business. Например, давайте представим ситуацию, что тому человеку необходимо найти инвестиции для своего бизнеса. Then in order to plant the karma, и тогда для того, чтобы посадить семена этой кармы, I should give them some investment to start their business. Мне необходимо дать ему некоторые вложения, инвестиции, которые он будет использовать в этом бизнесе. And this is how the karma is actually planted in your mind. И таким образом, получается, карма в первую очередь сажает семена в вашем сознании. So I want to show you how a karma is actually planted. А теперь я хочу вам физически показать, как в вашем сознании садятся семена или карма.
So I have $100 bill. У меня есть $100 купюра. Then how to use it to put a karma inside my mind? Как использовать эту $100 купюру для того, чтобы посадить правильные семена в своем сознании? So step number 2, I find a person who wants to start a business. Шаг номер 2, я ищу человека, который тоже хочет начать бизнес. Геше, can we do the demonstration over here too? Say again? Can we do the demonstration? Yeah, for sure. Окей. Поднимите, пожалуйста, руку, кто хочет создать свой бизнес. Замечательно. Можно вас, молодой человек? Проходите в зал. Yeah, we will do steps, which is you doing. I have money too. Okay. I'll pay you later. That's fine. We're ready, Gеше. Okay. Then this person who wants to start a business. У нас есть уже человек, который хочет начать бизнес. Then I should help them to start their business. И мы хотим помочь этому человеку начать его бизнес. And I will ask them, please put your hand out. Мы просим этого человека, молодой человек, пожалуйста, поднимите свою руку вот так, чтобы это видели все. And then I will put the $100 in their hand. Затем я кладу деньги в его руку. Then I will close their hand. Я закрываю, смотрите сюда. Смотрите сюда. Я закрываю его руку. When I let go of the money, мы не забираем деньги, мы просто убираем вот так руку. Смотрите сюда. This picture of my hand opening. И вот смотрите, вот эта картинка, когда вот так открылась моя рука, it comes in through my eyes. Это проходит через его глаза и через мои глаза. And it touches my mind. Это касается его сознания и моего сознания. And it makes an impression on my mind. И это оставляет отпечаток в сознании. And then that impression becomes a karma. И вот этот отпечаток, вот это семя, отпечаток или семя остается в вашем сознании, остается в сознании этого молодого человека. Нет, он просто показывает отпечаток. That karma will stay in my mind. Тогда семя кармическое остается в сознании. And it can stay there for 100 years. Оно может там находиться просто 400 лет. And it's possible it will open only after 100 years. И может быть оно откроется через 100 только лет. So it's important to know step number 4. Поэтому очень важно знать шаг номер 4. Step number 4 makes the karma open very fast. Шаг номер 4 позволяет вам ускорить, кармически прорасти этому семени. And it's a very, very pleasant meditation. И это очень-очень приятная медитация. Вы можете идти, спасибо вам огромное. Мы это делаем каждую ночь. And just before you go to sleep, до того момента, когда вы идете спать, your mind is very, very open. Ваше сознание очень открыто для восприятия. So just while you are put your head on the pillow and you're almost ready to sleep. В тот момент, когда вы положили свою голову и прикоснулись к подушке, вы уже практически готовы спать. Then think about the person you helped today. Подумайте об этом человеке, которому вы помогли сегодня. Play this video in your mind again. Потому что эта картинка все больше, больше и больше будет проворачиваться в вашем сознании. Oh, today I gave this person $100. Сегодня я дала этому человеку 5000 рублей. And I planted a beautiful seed in my mind. Я посадила прекрасное семя в своем сознании. And then when you think about that seed, и когда вы подумаете об этом семени, in yoga, we say prana goes to the seed. Прана или энергия будет прям напрямую двигаться к этому семени. Геше, please continue. The seed will open very fast.
И когда мы продолжаем эту медитацию, семя открывается очень быстро. When the seed opens, когда семя раскрылось, you will see someone give you $1,000. Вы увидите человека, который вернется ко мне с 50 000 рублей. And this is how I made the money in my business. Вот таким образом можно зарабатывать деньги в бизнесе или создавать, или садить эти деньги в бизнесе. This is how we made the largest diamond company, jewelry company in the world. Вот таким образом мы создали самую крупную ювелирную компанию в Нью-Йорке. And you can see that this system makes you very happy because you are helping other people. И вы увидите, эта система делает вас в первую очередь счастливыми, потому что вы сделали счастливым другого человека. So you should try it tomorrow. Вы должны это попробовать завтра. And I would really like to hear about your success. И мне бы очень хотелось услышать затем о ваших историях успеха. We have about 5 minutes. I wondered if anyone has any question about this У нас system. есть еще 5 минут. Возможно, у кого-то есть вопросы. Есть вопросы в зале? The question is, if I will do the system with the relatives, is that gonna work? I'm sorry, do the system with what? With relatives. Oh yeah, very nice. It just has to be another person. Это должен быть просто другой человек. Это может быть родственник. Because karma is like an echo. Потому что карма — это как эхо. So you need to help another person. Вам необходимо помочь другому человеку. Relative is okay. И ваш родственник тоже может для этого подойти. Yeah. Any other question? Еще вопросы, пожалуйста. Okay, if I would like to improve relationship with someone, it's probably, you know, like love partner, life partner. What basically print has to be into it? Okay, how to plant that seed? Просто сейчас он объяснит, как посадить это семя. Yeah. Then step number 1 is I want to improve my relationship. Шаг номер 1. Я хочу улучшить мои взаимоотношения. Step number 2, I should find someone who's not having a very good relationship. Мне необходимо найти кого-то, у кого тоже отношения не очень хорошие. Или у кого нет отношений. Не очень хорошие, да? Не очень хорошие. Then, third step, Третий шаг. Мне нужно будет встречаться с этим человеком в кофешопе. Once a week. 1 раз в неделю. Just 1 hour. Просто 1 час подарить этому человеку. And I should help them to have a better relationship. И мне нужно помочь этим людям или этому человеку конкретно понять, как создавать хорошие отношения. Но самое важное дело. Но самое важное, что вы должны сделать. Четвертый шаг. Четвертый шаг. Вечером, когда я сплю. Вечером, перед тем, как вы ложитесь спать. Yeah, then I should think about the help I gave to this person. Мне необходимо вспомнить и подумать о том, как я помог этому человеку. And it's very important for me to be очень счастливый, очень рад, что я помогаю. И в этот момент очень важно ощутить радость, счастье того действия, которое вы сделали для другого человека. And the more joy I can feel, и чем больше радости вы внутри себя чувствуете, then the seed will open faster. Тем быстрее семя раскроется в вашем сознании. And I will see my own relationship get better and better. И вы будете видеть свои взаимоотношения лучше и лучше. So I really encourage you, don't just let this be a talk. Я действительно очень прошу вас не воспринимать это просто как беседу, а я просто прошу вас сделать действие. Завтра надо вам сам. Завтра вам необходимо самим попробовать. Попробовать, если помогает вам или нет. Если эта система вам поможет, и вы будете использовать ее в своей жизни. And just try the 4 steps yourself. И попробуйте эти 4 шага.
We also have great teachers in Moskva. У нас также есть замечательные учителя в Москве. Елена Аронова. Елена Аронов. And Виктория Макарова. Вика, можно тебя? Будь we добра. have 2 great teachers in Moskva. У нас есть 2 замечательных учителя в Москве. And if you have any question how to do these 4 steps, they can help you today. Если у вас есть вопросы, как заниматься этой системой, пожалуйста, обращайтесь к ним. They have been training in our teacher training college here in Arizona, United States. Они обе обучаются у нас в Аризоне в колледже. And they are really very good teachers. И они действительно очень хорошие учителя. So if you have a question, I encourage you to talk to them tonight. Если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, поговорите с ними сегодня. Okay, and thank you very much for inviting me. Большое вам спасибо за то, что вы пригласили меня. И я действительно желаю вам удачи. Я очень бы хотела встретиться с вами в Москве.